Азербайджан провалил климатическую конференцию. Ильхам Алиев выставил себя воинствующим автократом. Азербайджан никогда не должен был проводить климатический саммит. Вот такого рода заголовки появились в западных СМИ по следам климатической конференции КОП-29, которая прошла в Баку. По идее, конференция должна была дать ответ на страшный, всех волнующий вопрос изменения климата, помочь миру бороться с этим изменением, выделить какие-то деньги и наметить какие-то планы. Но у Запада, как мы видим, были на этот счет несколько другие планы. Вот в них-то мы сегодня с вами и разберемся. С вами шоу «Разбор». Меня зовут Алексей Наумов. Климатические конференции обычно проходят довольно спокойно и довольно мирно. Приезжают люди из развитых стран и поучают представителей стран развивающихся, как им надо себя вести и что им надо делать. Я хочу напомнить, что при этом те самые развитые страны, в общем-то, и ответственны за большую часть всех вот этих вот вредных газов, которые выбрасываются в атмосферу и оказывают парниковый эффект. Казалось бы, конференция в Азербайджане с точки зрения западных политиков должна была быть именно такой. Белый человек приезжает и всех остальных учит. Как вот мы вспоминаем бессмертное высказывание Жозепа Борреля, главы европейской дипломатии, что вот Европейский Союз — это такой сад, а кругом, что называется, джунгли. И если вы живете в саду, то самое время поучить тех, кто живет в этих самых джунглях. В этот раз, однако, все пошло иначе. Во-первых, никто не ожидал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев будет настолько тверд и четок в своих заявлениях. Он довольно резко обозначил лицемерие Запада в вопросе климата, когда страны, которые больше всего выбрасывали вредных газов и которые ответственны за глобальное потепление, требуют решений от других стран. И, не стесняясь, назвал колониальные повадки Франции и Нидерландов, из-за чего, как вы знаете, французский представитель вообще отменил свой визит на климатическую конференцию. Такая откровенность азербайджанского президента многим пришлась не по нраву. Давайте посмотрим несколько цитат. Азербайджан использует битву с изменением климата для своего мелочного персонального влияния. Эти недопустимые заявления рискуют подорвать крайне важные климатические задачи, которые стоят перед саммитом и председательством Азербайджана. Журнал Times заявил, что Азербайджан и вовсе не должен был вообще быть страной-председателем вот этой самой климатической конференции, а Нью-Йорк Таймс раскопала страшную тайну. Оказывается, то, что Азербайджан стал председателем, это заслуга, правильно, Российской Федерации. Собственно, вербальными вот такими вот громкими заявлениями и открытыми обвинениями сенсационность этого саммита не ограничилась. На нем впервые развивающиеся страны объединились и вместе с такими гигантами, как Индия и Китай, стали требовать от развитых стран конкретной ответственности. То есть предполагалось, что ежегодно эти самые развитые страны, которые, напомню, выбрасывают больше всего парниковых газов, которые получили больше всего выгоды от этого загрязнения климата, должны скинуться. Предполагалось, что они будут тратить ежегодно 1 триллион 300 миллиардов долларов, при том, что сейчас они еле-еле практически со скрипом выделяют только 100 миллиардов ежегодно. Тут, учитывая, что в США к власти пришел Дональд Трамп, который грозится выйти из Парижского соглашения по климату и, в общем-то, обнулить все вот эти вот, что называется, климатические потуги, выглядело это все довольно браво, смело, но мало реализуемо. Здесь понятно, что страны сталкиваются далеко не только с изменением климата. Мир сейчас буквально трещит по швам, находится, в общем-то, на грани крупного конфликта, и обсуждать на 1,5 или на 2 градуса повышается мировая температура, в общем-то, сегодня многим выглядит не очень, что называется, актуальным. К тому же, опять же, из-за Дональда Трампа, из-за того, что, видимо, Америка разворачивается в сторону нового такого видения мира, понятно, что вот эта вот цель не выглядит такой благородной. Тут, знаете, когда в предыдущий раз тоже
были выборы и победил Джо Байден, там вот на КОПе была гораздо более такая благодушная, радостная атмосфера. А сейчас вот американские чиновники ходили, жали руки, значит, брали за руки людей и говорили: пожалуйста, вы не сдавайтесь, может быть, еще климатическая повестка к чему-то приведет и чего-то нам принесет. Но вернемся к азербайджанскому президенту. На самом деле очень показательно, что Ильхам Алиев опять прыгает буквально выше головы. То есть мы видим, как страна, которая является важной региональной державой, отчасти региональным лидером, да, проводит глобальную конференцию, и на этой глобальной конференции буквально костерит тех, кто занимается, что называется, такими вот двойными стандартами, лицемерием и так далее. И вот я повторю эту мысль, что еще 5 или 10 лет назад представить это было невозможно. Но сейчас, когда страны вновь расходятся по своим, что называется, суверенным углам, мы вот это буквально и видим. Мы видим, как небольшая по мировым меркам страна, да, устраивает у себя и формулу, и принимает Евровидение, да, и какие-то вот проводит международные встречи, международные конференции и соревнования. Это на самом деле очень важно. Это не только вот какая-то локальная история, это буквально показывает, какой у нас с вами миропорядок наступает. Миропорядок, когда больше нету вот признанных лидеров, да, вот там США, Советского Союза и все. А все остальные должны к каким-то блокам принадлежать и как-то вот, значит, находить себе место среди 2 или там 3 полюсов силы. Полюса 2, поэтому третий, наверное, не полюс, а какой-то там что-то другое. Так вот, сейчас мы видим, как ситуация меняется. Ситуация, когда у нас как бы власть, которая раньше концентрировалась в 2 центрах силы, или уже в одном, если мы говорим про 90-е, когда вся власть была в Вашингтонском обкоме, она расходится по земле, расходится по разным регионам, и страны начинают свою повестку там организовывать. И что интересно, даже сейчас на КОПе было видно, как страны начинают координироваться. Раньше это тоже было довольно сложно представить, потому что небольшой стране было куда выгоднее как-то прислониться, притереться к большой державе, получить какие-то выгоды, какие-то преференции. Собственно, помните, такая же ситуация была и на медиафоруме. Мы рассказывали об этом раньше, когда Ильхам Алиев, буквально не стесняясь в выражениях, на 3 языках все вот откровенно и четко говорил про Францию. И уже тогда у западных журналистов буквально рты открылись, а чего это он себе, собственно, позволяет. Ну, добро пожаловать, что называется, в новый мир. И даже преснопамятный журнал Time признает, да, что вот сегодня государства, которые вот по всем этим вот этих меркам, значит, плохие, страшные, авторитарные, занимаются вот этой острой силой. Помните, была мягкая сила, была жесткая сила. Мягкая сила — это всякие дипломатические программы, культура. Жесткая сила — это, соответственно, армия, танки, самолеты. А вот острая сила — это когда вот как, ну, в такой, наверное, издевательской манере пишет журнал Time, когда вот, значит, страшные авторитарные лидеры берут и становятся супервлиятельными, привлекая конференции, саммиты и вот это все. И журнал Time тоже признает, что мало сегодня есть стран, которые ведут себя острее, чем Азербайджан. В общем-то, не любят, но признают влияние и уважают. И это важно. Мы с вами еще много, я уверен, увидим такого рода случаев именно подъема какого-то местного, буквально национального самосознания. То есть, знаете, вот деколонизация настоящая идет прямо сейчас. Вы хотите деколонизацию? Что ж, нас это вполне устраивает, если перефразировать знаменитого российского политика. Так вот, мы увидим с вами еще и Азербайджан, я уверен, в группе, ну, можно сказать, подающих пример, в группе лидеров. Да, мы помним уже про движение неприсоединения, помним про важную роль, которую Азербайджан там играл и продолжает играть. И мы увидим, что вот это вот движение неприсоединения буквально станет важнее, чем движение присоединения, да, условно говоря. И Азербайджан будет одной из стран, которые будут возглавлять вот это движение. То есть тот лидер, который не
берет в жесткий кулак и сжимает своим влиянием, а буквально подает пример. Вот это, мне кажется, и есть главный вывод, который мы можем сделать из климатической программы. Уж вряд ли вот эти вот дорогие западные страны сегодня раскошелятся и будут всегда платить по счетам, чего бы они там ни наобещали. А вот то, что движение неприсоединения становится важнее движения присоединения, вот это действительно вот такие вот фундаментные конструкции нового мирового порядка. Привыкайте, что называется, и перестаньте плакать на страницах своих журналов и газет. С вами был Алексей Наумов и шоу «Разбор». Если вам понравился этот выпуск, а я надеюсь, что вам понравился, поставьте лайк и подпишитесь на канал «Вестник Кавказа» и на мой телеграм-канал «Внешпол». Спасибо, до встречи через неделю.